Сзади меня обрыв. Мы в облаке, а значит, это Бзерпинский карниз. Полетели. Ну что, давай знакомиться. Меня зовут Дмитрий Кванза. Я много путешествовал, много где жил и много чего повидал. Сейчас мой дом – Красная Поляна. Люблю это место. А еще люблю с друзьями ходить в горы. Прошу учитывать, что меня не следует относить ни к учителям, ни к последователям каких-то учений. Я транслирую знания, которое мне было передано и которое проверяю на своем опыте. И я сам еще в пути. Так что твое дело – принимать это знание или нет. Слушай свое сердце. Скажу сразу, этот фильм – не призыв к посещению места, которое я тебе покажу. Это возможность расширить границы твоего сознания, для того, чтобы ты понял, что мир настолько большой, и рядом с твоим домом наверняка есть вдохновляющие места, которые пока еще не открыты тобой. А сейчас я приглашаю тебя в удивительное путешествие по красотам Кавказских гор, в место, которое носит название Бзерпинский карниз. Да, мое ровное, но учащенное дыхание показывает, в каком темпе мы двигаемся и с каким мы весом это делаем. Спасибо этому месту за 5G. Скоро я выйду отсюда из этого 5G. Вот уже последнее сообщение. И отдамся этой красоте, этой свободе. И Сережа прав. Красота и свобода. Просто посмотри. Все ненужное выходит, все нужное остается. Движение легкое, в приятном личном мне ритме. Иду, подтягивая самокрутку, наслаждаюсь созиданием природы, а вокруг гуськом пролетают толпы оголтелых бздыхов во главе со своими гидами. Я же придерживаюсь иного формата, иного пути. Я выбираю путь удовольствия.
Одна индейская мудрость гласит: если на одном дереве сидят два сокола, а мимо пролетает стая диких уток, то соколы не будут говорить друг другу: «Смотри, там летит большинство, это должен быть правильный путь, мы присоединяемся». Они будут продолжать следовать по своему пути. Идем дальше, выше. И это, конечно же, делает нас что? Правильно, более выносливыми. Закаляем дух, тело. Почему? Потому что нас ведет наша душа. Такая история одного случая на Бзерпинском карнизе. Сперва я хотел дать много информации про эти места, но информация была бы взята просто из интернета. Я решил не рассказывать о маршруте, не рассказывать тебе подробности, как добраться сюда. Если ты захочешь, ты сам найдешь возможность и окажешься в этом удивительном месте. Кроме того, здесь исключительная чистота пространства. Оказавшись здесь вновь, я не хочу увидеть толпу людей. Я не хочу, чтобы это место стало очередной инстаграм-меккой. Именно поэтому я не хочу тебе рассказывать никаких туристических подробностей. Я хочу сохранить аутентичность этой природы. Но я хочу поделиться с тобой своими эмоциями, своим состоянием, поделиться мыслями, инсайтами, озарениями. Просто смотри. Смотри, слушай и вдохновляйся. Утро. В палатке на высоте 2000 метров над уровнем моря, в ущелье горной долины. Для меня это намного приятнее, чем проснуться в номере отеля. Как сказал великий Владимир Высоцкий, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Приходя сюда каждый раз, у меня складывается ощущение, словно я здесь впервые. Здесь улыбка душей не спадает на протяжении всего времени. Я чувствую внутри спокойствие, гармоничное состояние добавилось медитации утренней. Прекрасные люди вокруг. Завтрак наивкуснейший. Серны тут гуляют. И никаких переживаний. Облака летают. Все благодаря этой красоте. И пилоту данного
самолета данной летающей тарелки. Мне. Чтобы это заметить, нужно смахнуть путь социума. Прекрасные слова, Сережа. Я полностью с тобой согласен. Тем временем мы позавтракали, позанимались утренней гимнастикой, попили чай и готовы отправиться навстречу новым эмоциям и ярчайшим впечатлениям. Посмотри, какие мы все красивые и счастливые. Приятно, когда твои друзья, живущие в больших городах, приезжают к тебе в деревушку. Когда мы идем в горы, я не могу наверняка сказать, что движет каждым из нас. Все развивается очень быстро. В отличие от некоторых людей, я действительно так считаю. Потому что знаю больше, ждал дольше. Окей, но это не главное. Я смотрю на все глобально, не в разрезе полугода, года или даже нескольких лет. Десятилетия, столетия, целая эпоха. То, что сейчас происходит, это наша история. Это изменения, которые станут началом очень больших перемен. Не будет конфликтов и войн. Наступит взаимопонимание на всех уровнях. Просветление, если хочешь. Но это требует времени. Как бы у некоторых из вас эта фраза не вызывала тошноту или зубной скрежет. Сейчас происходит разрушение прежней системы. Новая будет строиться кирпич за кирпичом. Вот что сейчас происходит. Сегодня мы подходим к развязке одного из основных этапов. Но еще раз, терпение. Если ты потерял веру или то самое терпение, вспомни ощущение, с которым ты жил всю жизнь. Чувство, что с этим миром что-то не так. Это ощущение не обманывало тебя. Мы должны быть сильными. И процесс необратим. Он запущен, и все будет усиливаться. Мы начали меняться, и дальше будет происходить много всего интересного. Хоть и не сразу. Тьма внутри так же естественна, как свет. Нюанс, как всегда, в твоем внимании. А точнее, куда ты его направляешь. В одночасье изменить свою действительность просто. Тьма — это всего лишь отсутствие света. Ты волен выбирать. Сияй изнутри, и тьма растворится в ярком золотистом потоке света твоей души. Ты с рождения подключен к источнику. Ощути же свою природу. Не, чувак. Я в последнее время слышу фразу «я в моменте», я думаю... Это песня. Да. Спокойствие, целостность, единство с собой, с людьми, с природой, со всем миром. Все под небом. Каждый человек является уникальным творением Божьим. Мы представляем собой сложную комбинацию множества ингредиентов, которые, соединяясь, формируют нас такими, какие мы есть. Каждый человек рождается в определенной семье, в определенном месте и в жизни своей сталкивается с определенными испытаниями и благами, которые позволяют ему учиться и расти, чтобы стать таким, каким он должен стать.
Кроме того, мы состоим из интуиции, страхов, страстей и устремлений, которые тоже являются отражением нашей природы. На протяжении всей жизни каждый из нас проходит через ряд испытаний и озарений, постепенно становясь таким, какой он есть. Мы усваиваем определенные уроки и получаем знания, приводящие нас в различные места и заставляющие проходить различные испытания. Самое главное, что мы все ощущаем призвание, внутреннее влечение, побуждающее нас что-то делать, кем-то становиться, выбирать какую-то профессию, переходить в какое-то внутреннее состояние. Все эти вещи служат ключами, подсказывающими, что именно нам нужно приобрести или пережить, чтобы стать лучше. Они показывают нам, что желает выразить и почувствовать наша душа. Пришло время разобраться в том, что эти ключи говорят тебе о тебе самом. Твоя истинная природа не ограничивается несколькими чертами характера, интересами и жизненным опытом. Пришло время пойти дальше и узнать, что же скрывается за всем этим. В чем заключается твоя особая, уникальная сущность, отличающая тебя от всех людей? Пришло время по-настоящему почувствовать Бога или богиню, которые существуют в самом центре твоего существа. Тогда ты сможешь яснее увидеть истинный путь, твой урок здесь и сейчас. Пришло время пробудиться, осознать центральное ядро своего существа и таящийся в ней гигантский потенциал. Пойми, ты счастлив. Да, именно ты. Ты изначально счастливый человек. Пришло время избавиться от всех страхов, которые у тебя есть. Мы находимся во времени великого испытания. Время ускоряется. Каждый проходит свои испытания, и каждый в силах преодолеть все трудности. В противном случае тебя бы сейчас здесь не было. Будь мудр в своих действиях и выборе. Чувствуй биение жизни и электричество любви вокруг себя и в себе. Стань им. Осознай себя единым целым со Вселенной. Ты можешь быть свободным в это время. Ты можешь быть счастливым в это время. Ты проделал такой невероятный путь. Ты осознал так много. Ты на верном пути. Не дай себе сойти с него. Не дай сбить себя с толку. Помни, что вся истина находится в тебе. Не давай своим мыслям бежать впереди поезда жизни. Будь в моменте, освободившись от оков мыслеформ. И ты осознаешь, что ты должен делать. Пусть твое сердце ведет тебя, а ум будет полезным инструментом. В моменте. Кто-то очень постарался, чтобы эта фраза стала трендом. Но суть из нее никак не убрать, и это действительно так. Когда ты в моменте, ты живешь свою жизнь. Ты присутствуешь здесь и сейчас. Не в прошлом, не в будущем, а здесь и сейчас. И вся твоя жизнь на самом деле и есть этот самый момент. Момент и то, чем ты его наполняешь. Outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And
каждый миг, каждую секунду, каждую минуту, каждый день. Каждый из нас делает выбор. Настало время сделать выбор в пользу осознанности, в пользу лучшей жизни, потому что ты этого достоин, как и каждый человек на этой планете. Посмотри, как прекрасен мир. Ты тоже прекрасен. Пришло время осознать, что ты уникален. Перестань бояться, доверься миру. Встань, откройся для него. Делай то, что любишь. Окружай себя людьми, которые тебе по-настоящему нравятся. Избавься от токсичных мыслей, людей, событий, мест. У тебя всегда есть выбор. Ты творец своего счастья. Я предугадываю, что ты мне скажешь. Слушая мои красноречивые слова о том, как все прекрасно вокруг, какая шикарная природа, как тепло и красиво, ты скажешь, что у тебя за окном все совсем иначе. Прекрати оправдывать свою лень и бездействие. Одевайся и выходи на улицу. Изучай, исследуй. Будь первооткрывателем своей жизни. Наблюдай. Внимательно. Освободись от оков управления своим сознанием. Это твоя жизнь. И я хочу, чтобы ты проживал ее красиво. Я хочу, чтобы ты вдохновлялся и вдохновлял. Любил себя, мир, дело, которым ты занимаешься. Используй свой шанс. Подумай, какие слова ты используешь в своей жизни. К сожалению, немногие умеют владеть одним из своих мощных инструментов – речью. Часто используют его лишь для самоуничтожения, общаясь жестко и четко. Сила речи в ее мягкости и магнетизме. Интересный физиологический факт. Мужчины воспринимают речь женщины тем полушарием и зоной мозга, которая отвечает за восприятие музыки, в то время как мужская речь, обращенная к мужчине, воспринимается зоной мозга, отвечающей за прием и обработку информации. Для женщины красиво говорить, излагать себя, свои мысли, владеть интонацией. Ее речь – инструмент передачи эмоций и чувств, состояний и желаний. Женщины издревле умеют лечить и заговаривать словами, благословлять и проклинать, напутствовать и вдохновлять, а также растрачивать всю свою мистическую силу на пустую болтовню и сплетни. Часто я встречаю людей, которые в момент искреннего удивления, когда создается мощная энергетическая волна, произносят фразу «Ничего себе». Какое глупое использование божественного дара во имя разрушения себя и своей жизни. Подумай над этим. Сделай ревизию своих внутренних диалогов. Жизнь вскоре начнет меняться. Говори красиво о прекрасных вещах. Это как раз один из способов создать вокруг себя изобилие и процветание. Я хочу обратить твое внимание на очень важный момент.
Природа, наша планета, наш дом. Каждое действие тобой совершенное должно быть направлено на то, чтобы наш дом стал лучше. Когда мы с друзьями ходим в горы, мы стараемся оставить после себя все абсолютно в таком же виде, в каком оно было до нашего визита. Стараемся быть максимально внимательными, максимально чуткими к тем местам, в которых мы находимся. Стараемся не нарушать целостности и аутентичности мест, которые посещаем. Весь мусор, который образуется в результате нашего пребывания в этих местах, мы собираем и уносим с собой. Весь. Абсолютно. Да, представь себе. За собой и за кем-то другим, кто считает иначе. Кто оставляет этот мусор? Кто может себе позволить бросить салфетку, бутылку, окурок в таком аутентичном месте, в таком первозданном месте? Здесь первозданная природа. Она была такой сотни лет до нашего появления, и пусть остается нетронутой еще столько же. Мы проводили наших друзей и остались еще на одну ночь. Очередное прекрасное утро в горной долине. Прекрасное время для того, чтобы провести чайную церемонию. Мэйшань Шупуэр. 2017 год. Мягкий и классический. Благодарю Никиту Чайного. Будем пить великолепный Шупуэр. Рекламируем только чай и предлагаем вам смотрите, какими красивые люди, красивое место, прекрасный собственно, что думать? Мы готовы показать ваш мерч. Красиво. В таких удивительных местах на высоте 2000 метров над уровнем моря. Здесь, в России. Ну ладно, хорошо, дождь пошел. Хочется прерваться на рекламную паузу, дабы убрать вещи с палатки, которые сушились сегодня. Олеся решила посидеть внутри, а я буду сидеть снаружи, в очках. Что ж, после короткой паузы я снова здесь. В общем, дождь очень сильный, я вместе с чаем перемещаюсь.
Береги природу. Это твой дом. Запомни это. Если ты можешь сделать так, чтобы твой дом стал чище, если ты можешь сделать так, чтобы твой дом стал лучше, после твоего ухода, сделай это. Просыпайся с рассветом. Пей воду натощак. Медитируй. И, конечно, оставайся счастливым. Благодарю тебя за просмотр этого фильма. Я Дмитрий Кванза. Подпишись на мой канал. Поставь лайк, оставь комментарий. Мне будет очень приятно, потому что то, что ты видел сейчас, это мой дебют. Благодарю. И да пребудет с тобой сила вдохновения и пробуждения. Оставайся счастливым.